Имбирь – известная пряность, обладает невероятно богатым составом микроэлементов и витаминов. Человечество познакомилось с имбирем очень давно. Считается, что имбирь начали выращивать в Индии, а потом завезли в Китай. А в Европу он попал благодаря арабским торговцам. А вот на сегодняшний день имбирь выращивают в Китае, Индии, Австралии, Западной Африке, в Индонезии и на Ямайке. Дорогие зрители, в этом видео мы осветим вам состав и полезные свойства имбиря. А также расскажем, кому его можно употреблять, а кому стоит воздержаться, и поделимся некоторыми рецептами. Так что досмотрите видео до конца. В корне имбиря содержится просто невероятное количество полезных веществ, примерно 400 химических соединений. Именно поэтому имбирь обладает своими целебными свойствами. В корне имбиря содержатся витамины группы В, витамин С, а также витамин А. В нем много цинка, холина, кремния, фосфора, марганца, аспарагина. Известно, что незаменимые аминокислоты синтезируются организмом в небольшом количестве, и поэтому мы должны их получать вместе с едой. В имбире содержатся такие незаменимые аминокислоты, как фенилаланин, трианин, метионин и лизин. Имбирь очень богат никотиновой, линолеевой и олеиновой кислотами, а также эфирными маслами, которые как раз таки отвечают за его аромат. В нем содержатся следующие антиоксиданты: парадол, шогаол, зингерол. Эти антиоксиданты имеют противораковые, противовоспалительные и антимикробные свойства. Друзья, на просторах интернета невероятно много информации о целебных свойствах имбиря. Люди думают, что если это природное средство, значит оно не может нанести вреда. Это не так. У этого растения есть противопоказания, поэтому перед употреблением обязательно проконсультируйтесь с врачом. Также очень важно перед использованием свежего имбиря хорошенько вымыть его, очистить и поместить в воду не менее чем на час. Эти действия выведут часть возможных вредных веществ. Помогает ли имбирь при повышенном уровне холестерина? Учеными было доказано, что употребление имбиря или биологических добавок на его основе может поспособствовать снижению уровня плохого холестерина. Всем уже известно, что плохой холестерин увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. В одном из исследований, длившемся 2 месяца, испытуемые принимали по 3,5 грамма высушенного и измельченного корня имбиря. Это привело к снижению плохого холестерина на 9%. Имбирь помогает снизить уровень триглицеридов, что безоговорочно снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Триглицериды – это жиры, которые поступают с пищей и являются источником энергии, но если их содержание будет превышено, они могут откладываться на стенках сосудов, что приведет к негативным последствиям. Резюмируем. Имбирь или добавки на его основе положительно влияют на сердечно-сосудистую систему и снижают риск ее заболеваний. Вот простой рецепт для очистки сосудов. Хорошо промыть, очистить и вымочить корень имбиря в воде не менее часа. Натереть на терке, так что получилось 2 столовые ложки. Залить 1 литром воды. Желательно, чтобы температура воды не превышала 96 градусов. После остывания воды до теплого состояния растворить мед и лимонный сок по вкусу. Употреблять в течение дня. Если пить такой настой регулярно, то улучшится мозговая деятельность, укрепятся стенки сосудов и очистятся артерии. Важно, если у человека обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта или серьезные нарушения работы печени, или желчекаменная болезнь, или беременность на крайних сроках, нужно отказаться от употребления имбиря или обязательно проконсультироваться с врачом. Польза для иммунитета. Было проведено огромное количество исследований, в результате которых было установлено, что имбирь невероятно положительно влияет на укрепление иммунитета. В нем содержатся витамины В1, В2, В6, В9, достаточно большое количество витамина С. Благодаря этим витаминам и оказывается поддержка иммунной системы. Чтобы усилить иммуномодулирующий эффект имбиря, его важно употреблять вместе с такими продуктами, как лимон, чай, мед, сухофрукты, которые также являются сильными иммуномодуляторами. Ежедневный прием имбиря способствует ускоренному выздоровлению от простуды или гриппа. Из-за наличия в нем богатого состава полезных веществ помогает защищать клетки органов дыхательной системы от различных респираторных вирусов. Вот вам еще один рецепт. Очистить 200 грамм корня имбиря, от кожуры нарезать на кусочки. 2 лимона среднего размера промыть и удалить косточки. Поместить имбирь и лимоны в блендер или пропустить через мясорубку до однородной массы. 250 грамм меда добавьте к имбирю и лимонам и перемешайте. Переложите в герметичную тару. 1 ложку в день этой великолепной смеси можно добавлять в теплый чай или в стакан воды. Лучше употреблять утром.
при сахарном диабете. Был проведен эксперимент, в ходе которого 40 человек с повышенным уровнем сахара в крови употребляли по 2 грамма порошка имбиря натощак. В результате этого эксперимента у них снизился уровень глюкозы на 11%. Так что людям с повышенным уровнем сахара в крови не стоит обходить имбирь стороной, а следует изучить этот вопрос более детально и присмотреться к различным добавкам на основе имбиря. Это может оказать очень положительный эффект для здоровья. Эффективность экстракта корня имбиря при остеоартрите. Остеоартрит – это хроническое состояние, при котором наблюдается износ суставного хряща. Больной ощущает ноющую боль, треск в суставе при движении или острую боль. Врачи обычно назначают нестероидные противовоспалительные средства, которые чаще всего негативно влияют на желудок. Но есть и природная альтернатива. Это экстракт корня имбиря. Были проведены исследования, в которых принимали участие 40 человек с остеоартритом. Они принимали экстракт корня имбиря на протяжении 6 месяцев в дозировке по 300 мг 2 раза в день. Был установлен положительный результат в плане снижения болевого синдрома и снижения воспаления. Польза для мужчин. Как мы уже говорили ранее, корень имбиря способен улучшить кровообращение и посодействовать в борьбе с плохим холестерином, что очень важно для нормальной эрекции. При регулярном употреблении корня имбиря можно избавиться от неприятных проблем с потенцией или вообще предотвратить их. Это растение является мощным афродизиаком и способно сделать ваш половой акт более ярким. Витамины С, А, В1 заставляют работать половые железы более активно. Благодаря цинку улучшается выработка тестостерона, а бактерицидные свойства этого великолепного растения уничтожают различные инфекции, которые могут вызвать значительные неприятности мочеполовой системы. Вот еще один рецепт настойки. В 100 грамм натертого корня имбиря добавить 300 грамм спирта, настаивать 2 недели. Принимать в вечернее время по 10 капель. Употребляю данную настойку на протяжении 10 дней. Эффект увеличивается, если к этому добавить физические упражнения, например, 100 приседаний в день. Перед употреблением этого настоя важно убедиться, что у вас все в порядке с желудком и нет аллергии. Для этого обратитесь за консультацией к врачу. Вред имбиря. Для людей, у которых язва или гастрит, имбирь может оказаться опасным, так как оказывает сильное раздражающее воздействие на слизистые. Если часто мучает изжога, стоит повременить с употреблением растения до решения проблемы. Тем, у кого плохая сворачиваемость крови, имбирь противопоказан. Беременным с 20-й недели нельзя употреблять это растение. Людям, которые перенесли инфаркт или инсульт, обязательно проконсультироваться с врачом перед употреблением. Вывод. Имбирь действительно может помочь улучшить общее состояние. Он является эффективным средством для профилактики и лечения многих заболеваний. Имбирь в чистом виде или пищевые добавки с ним рекомендуют при остеоартрите, для снижения сахара в крови, при простудах и вирусах, для укрепления иммунитета. Важно учесть противопоказания, не переборщить с дозой и перед употреблением проконсультироваться с врачом. Друзья, ну а все, для кого это видео было полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Это будет невероятно огромная мотивация снимать для вас новые полезные видеоролики. Всем крепкого здоровья!